Здравствуйте, друзья! Вы на кулинарном канале «Записки пользователя» или вы гениальны? Сегодня мы приготовим один из вкуснейших и очень знаменитых тортов. Он называется торт «Черный лес» или шварцвальдский вишневый шоколадный торт. Этот торт был изобретен в Германии в 30-х годах прошлого века. И с тех пор полюбился во всем мире и перешагнул границы многих стран и уже стал мировой классикой. Рецептов этого торта великое множество, но объединяет их одно. Это влажный шоколадный бисквит, вишневая начинка, взбитые сливки и киршвасин. И сегодня мы с вами воспользуемся одним из рецептов. Прежде всего мы приготовим основу для нашего торта – бисквит. Нам понадобится желтки яиц, 12 желтков яиц, вес 200 граммов. Белки яиц 6 штук, вес 185 граммов. 40 граммов какао-порошка, 40 граммов муки высшей категории, 40 граммов кукурузного крахмала, щепотка соли, разрыхлитель 6 граммов, сахар 200 граммов, Сливочное масло – 70 граммов. Итак, приступаем. Взбиваем желтки. Взбиваем с 2/3 частью сахара. 1/3 часть сахара мы оставим для белков. Желтки начинаем взбивать и по ложке добавляем сахар. Взбивать мы будем до полного растворения сахара и побеления. Белки вливаем в чашу миксера и взбиваем их до легкой пены. Пена появилась. Посмотрите. Всыпаем соль. И продолжаем взбивать, и теперь можно по ложке добавлять сахар. Белки мы будем взбивать в этом случае до мягких пиков. Все сухие ингредиенты мы перемешиваем между собой тщательным образом. Желтковая масса у нас уже побелела, сахар в ней полностью растворился и не чувствуется. Она прекрасно держит форму. Теперь сухие ингредиенты просеиваем частями желтковую массу. А затем вмешиваем осторожными складывающими движениями снизу вверх. Вмешав все сухие ингредиенты, масло, которое мы растопили предварительно, а оно уже стало не таким горячим, смешиваем с пару ложками теста и перемешиваем. И теперь масло, которое мы перемешали с тестом, вливаем по стеночке в основную массу теста и складывающими движениями его вмешиваем. И так мы поступаем со всем маслом. Белки мы взбили до мягких пиков. И теперь мы их вмешиваем в тесто частями, осторожными складывающими движениями, стараясь не осадить. И так мы вмешиваем все белки. Теперь нам нужна форма диаметром 22 сантиметра, которую вы ничем не смазываете, а на дно стелите кружочек из пергаментной бумаги. Выливаем бисквит, духовку разогреваем на 180 градусов Цельсия и ставим уже в разогретую духовку. Время выпекания примерно 40-45 минут. Все, друзья мои, я ставлю в духовку, проверяем готовность на сухую зубочистку. Она должна выйти сухой и без теста. Друзья, бисквит выпекался 50 минут. Теперь он должен остынуть немного в форме, потом его можно из нее вырезать, вынуть. Друзья, я уже вынула наш бисквит из кондитерского кольца и охлаждаю его на решетке. Посмотрите, какой он получился. 6 сантиметров в толщину. Я охлаждаю его вверх-дном. Покажу сейчас вам вверх. Вот так выглядит вверх. До полного охлаждения мы его оставляем на решетке, потом заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник. И несколько часов стабилизируется в холодильнике. В нашем торте, кроме шоколадного бисквита, будет вишневая начинка, шоколадный крем и белый мусс на кирше. Теперь приготовим вишневую начинку. Для вишневой начинки нам понадобится 400 граммов вишни. Вишню удобнее всего взять в замороженном виде или в виде компота. 150 граммов сахара, 6 граммов пектина и 2 грамма лимонной кислоты. Если у вас замороженная вишня, разморозьте ее. Теперь надо отлить 50-70 мл вишневого сока. И из компота, и из размороженной вишни. Нам понадобится этот сок для пропитки. Теперь сахар перемешиваем с пектином. Перемешиваем все тщательным образом, а вишню ставим на плиту. Подогрели вишню немного
и засыпаем весь сахар вместе с пектином и размешиваем. Мы постоянно мешаем и дожидаемся закипания. Вишня закипела. Я поставила таймер на 3 минуты. Мы варим 3 минуты и снимаем. 3 минуты прошло, вишня начала загустевать. Сняли, добавляем лимонную кислоту и тщательно размешиваем до полного растворения лимонной кислоты. И затем мы оставляем нашу вишню при комнатной температуре. Сейчас мы с вами приготовим шоколадный мусс. И для него нам понадобится желтки яиц 120 граммов. Это 6 желтков яиц, яйца первой категории. Сахара 100 граммов. Шоколада горького черного, у меня 75%, 170 граммов. Сливки жирные от 33%, 250 миллилитров. А на белый мусс нам потребуется еще 110 миллилитров сливок. Я буду взбивать эти сливки общей порции. И теперь 100 граммов сахара мы перекладываем в кастрюльку и заливаем 50 миллилитрами воды. Мы будем варить сахарный сироп до температуры 122 градуса Цельсия. Желтки яиц мы взбиваем до бела, и когда у нас они начнут держать форму. Поставили сахарный сироп вариться, взбиваем белки, а потом, когда сахарный сироп достигнет температуры 122 градуса, мы будем вливать сахарный сироп, желтки, которые в это время будут продолжать взбиваться. Взбиваем вот до такого побеления желтков и яиц. Продолжаем взбивать до самого момента набора температуры. И дальше, когда вольем, продолжаем также взбивать. Шоколад растопите на водяной бане, микроволновке или, как я, в кондитерском мешке и горячей воде. Сахарный сироп у нас уже достигает температуры 122 градуса Цельсия. Сироп при 122 градусах снимаем и заливаем желтки яиц, которые продолжают взбиваться. Сахарный сироп вливаем тонкой струйкой, на венчик не попадаем. Миксер работает на скорости 2/3 от максимальной. После того, как влили весь сироп, миксер включаем на максимальную скорость и взбиваем желтки с сахарным сиропом до охлаждения чаши миксера до 40-45 градусов Цельсия. Теперь, друзья, взбиваем охлажденные сливки до мягких пиков. Рационально взбивать сразу же 2 порции сливок, то есть 360 миллилитров. Мы взбили сливки до мягких пиков. Теперь 250 граммов сливок взвесьте и отложите в другую посуду. Остальное оставьте для белого мусса. Пате-бате у нас готово. Теперь добавляем растопленный шоколад. И теперь можно либо лопаткой перемешать, либо миксером на низкой скорости. И я перемешаю миксер. И теперь мы сливки вмешиваем в наше пате-бате вместе с шоколадом. Осторожными складывающими движениями сверху вниз. Крем готов. Сейчас вы должны разрезать наш бисквит на 3 равных коржа. И теперь берем сервировочное блюдо, кладем на него нижний корж. В оригинальном рецепте надо пропитывать вишневым соком вместе с киршем. Если у вас нету кирша, то его можно заменить вишневым ликером или эссенцией киршвассер, то есть ароматизатор. Если у вас ничего этого нет, то можно пропитать просто вишневым соком. Сок, который мы оставляли для пропитки, добавляем 1 столовую ложку кирша или ликера, или несколько капель эссенции, или обходимся без этого. Размешиваем и пропитываем корж. Установите кольцо или форму. И теперь наносим крем на нижний корж. И потом разравниваем его лопаткой. Разровняли крем и по периметру нанесите из кондитерского мешка валик из крема. И теперь наш конфитюр кладем в середину и разравниваем. И разровняв конфитюр наш, кладем сверху второй корж, накрываем и пропитываем опять. А дальше мы отставляем и начинаем заниматься белым муссом с киршем. Для белого мусса с киршем нам понадобится 3 желтка яиц, яйца первой категории, 90 граммов сахара, 160 миллилитров молока, 110 миллилитров сливок жирностью от 33% и выше, 10 грамм агара. И кроме этого в мусс нам понадобится кирш, у кого есть, у кого нет, ликером заменяет или эссенцией, или просто делает с ванилином. Итак, мои дорогие, мусс будет делаться
на основе английского крема. Вначале мы взбиваем яйца с сахаром до побеления. Мы взбили вот до такого белого состояния яичные желтки, и чтобы у нас полностью растворился сахар. И теперь молоко добавляем агар, ставим на плиту и начинаем нагревать. Непрерывно мешаем и доводим до кипения. У нас молоко загустеет. Молоко закипело, снимаем и добавляем его в желтковую смесь. Кладем по ложке и промешиваем миксером. И так добавляем все. Теперь наш заварной крем перекладываем обратно в ту кастрюлю, в которой у нас было молоко, и ставим на плиту. На медленном огне нагреваем до температуры 80-83 градуса. Закипеть наш крем не должен. Вот, друзья мои, 83 градуса. Мы не можем здесь сделать тест на ложку, на полоску. Приходится воспользоваться термометром. И если нет термометра, то варите примерно 4 минуты. Чуть-чуть остынет наша масса, и мы будем с вами класть в нее 110 мл сливок, которые надо взбить до мягких пиков. Крем остыл до температуры 50 градусов. По ложке добавляем сливки и вмешиваем их либо вручную, либо миксером на низкой скорости. И теперь, мои дорогие, вмешав все, добавляем туда кирш или ликер вишневый, или, как в моем случае, ароматизатор кирш, или же ванилин. Перемешиваем все. Берем наш торт и выливаем наш мусс. Выливаем и разравниваем. Разровняв все суфле, мы отправляем его для стабилизации на полчаса в холодильник. Полчаса прошло, и наше суфле стабилизировалось. Теперь сверху накрываем последнюю верхнюю коржу и пропитываем его. Можно поставить торт для окончательной стабилизации. Торт полностью стабилизировался. Теперь торту можно сделать техническое выравнивание. Можно использовать шоколадный крем, сделав еще 1/3 часть. Или же выравнивать белково-заварным кремом. Рецепт у меня есть на канале, ссылку вы видите. Украшение делается для этого торта совсем простое. Торт по традиции украшают розетками из крема шантильи. Для этого надо взбить 100 граммов жирных сливок от 33% жира и более с 1 столовой ложкой сахарной пудры. Кроме того, его обязательно украшают вишней, фигурками или стружкой из черного шоколада. В описании я вам оставлю, сколько надо крема только для начинки торта и сколько надо крема для начинки и выравнивания. Друзья мои, мы с вами приготовили знаменитый торт «Черный лес», родом из Германии, из Шварцвальда. Шварцвальд – это горный массив на юго-западе Германии, на границе с Францией. Он славится своими минеральными источниками, курортами, часами с кукушкой и, конечно же, знаменитым вишневым тортом. Здесь, в краю вечно зеленых лесов и живописных деревень, происходит действие многих сказок братьев Гримм, а также сказки «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа. Считается, что в этих лесах живут загадочные, сказочные существа. Видимо, поэтому наш торт получился сказочно красивым и волшебно вкусным. Сочетание вкусов сладкой вишни, миндально-горьковатой нотки киршвассера и насыщенного шоколадного вкуса мягкого влажного бисквита приводит в восторг всех, кто пробует этот великолепный торт. Я не буду описывать вам вкус этого торта. Вы сами можете его приготовить, и у вас он обязательно получится, потому что вы гениальны. Друзья мои, приятного вам аппетита! Желаю успехов во всех ваших творческих начинаниях и готовьте с удовольствием. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых интересных видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. С вами была Пульхерия.